Армянское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявление специального представителя американского президента Стивена Уиткофа о возможности присоединения Еревана к Авраамовым соглашениям, в рамках которых ряд арабских стран ранее нормализовали отношения с Израилем. В рамках диалога с американской стороной обсуждаются различные темы. Существующее стратегическое партнерство, а также инициативы, направленные на установление мира в регионе, безусловно, могут открыть новые перспективы, заявила представительница ведомства Ани Бадалян. Израиль и Сирия провели переговоры в Азербайджане при участии Турции. Состоялось 2 раунда встреч, один из которых прошел в Азербайджане, где Израиль был представлен начальником оперативного управления армии обороны Израиля, генерал-майором Адедом Басюком. На встрече также присутствовали представители сирийского правительства и Турции. Израиль в настоящее время также ведет переговоры с сирийскими властями при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов по вопросу возможного присоединения Дамаска к Авраамовым соглашениям. Ранее, в ходе встречи в Эр-Рияде, президент США Дональд Трамп напрямую предложил президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа присоединиться к этим соглашениям, выразив надежду на такое развитие событий после стабилизации ситуации в Сирии, на что последовал утвердительный ответ. Теперь Израиль рассматривает возможность выхода Сирии из-под влияния Ирана и ее потенциальное сближение с Соединенными Штатами. По мнению израильских наблюдателей, подобное развитие событий может также положительно повлиять на отношения между Израилем и Турцией, поскольку Анкара участвует в новых переговорах. Представители нового сирийского руководства и Израиля недавно провели прямые переговоры в Азербайджане. С израильской стороны в переговорах участвовал генерал-майор Адед Басюк, начальник оперативного управления Цахал. Также на встрече присутствовали турецкие представители, а формат диалога оставался конфиденциальным. Участие в переговорах со стороны Израиля представителя оперативного уровня указывает на техническую повестку, безопасность границ и механизмы предотвращения конфликтов. Азербайджан становится удобной площадкой для израильской дипломатии, поддерживая стратегическое партнерство с Израилем, оставаясь ключевым союзником Турции и сохраняя рабочие контакты с новыми властями Сирии. В последние месяцы Баку выступает неофициальным центром для прямых консультаций Турции и Израиля по координации двусторонних отношений в сирийском вопросе, что делает логичным вовлечение представителей властей новой Сирии в эти контакты. Авраамовы соглашения стали одним из ключевых внешнеполитических достижений Дональда Трампа. В сентябре 2020 года при посредничестве США их подписали Израиль, ОАЭ и Бахрейн. Позднее к ним присоединились Марокко и Судан. Основная цель – нормализация отношений Израиля с арабским миром и развитие официального экономического сотрудничества. Азербайджан после прихода Трампа к власти начал предпринимать шаги для возможного присоединения к соглашениям, используя свои тесные связи с Израилем. Обсуждалась идея трехстороннего партнерства между США, Израилем и Азербайджаном. Недавние визиты спецпредставителя Трампа Уиткофа в Москву и Баку указывали на актуальность этой темы. Его последние комментарии подчеркивают политическую направленность инициативы. Армения теперь также упоминается как потенциальный участник соглашений, что впервые связывается с результатами армяно-азербайджанского мирного процесса. Уиткоф заявил, что в случае успешного завершения переговоров обе страны смогут присоединиться. Практическая ценность соглашений остается ограниченной. Несмотря на политические заявления, экономическое сотрудничество развивается медленно. Учитывая уже существующие стратегические отношения Азербайджана с Израилем, вступление в этот формат вряд ли принесет что-то принципиально новое. Что касается Армении, то ее отношения с Израилем – отдельный вопрос, и логика увязывания этого с мирным процессом с Азербайджаном вызывает вопросы. Азербайджан тем временем использует мирный процесс для получения мирных дивидендов, инвестиций, восстановления и политической поддержки Запада. Включение темы соглашений в эту повестку может быть инструментом для продвижения мирного урегулирования с США. Для США участие в урегулировании может стать демонстрацией быстрого внешнеполитического успеха, особенно на фоне сложностей в Украине и Газе.
Это может стимулировать Трампа и его команду к завершению процесса. Роль Уиткоффа вызывает вопросы. Он имеет опыт в бизнесе, не является дипломатом и, как представляется, подвержен влиянию лидеров с авторитарными тенденциями. Это делает его уязвимым, но также открывает определенные возможности. Баку, возможно, легче может оказывать на него влияние, чем Ереван. Если США серьезно вовлекутся в процесс, это может стать сдерживающим фактором против новой эскалации. Однако необходимо учитывать риски, связанные с поверхностным подходом Уиткоффа и отсутствием глубокой институциональной экспертизы. Но несмотря на усилия Баку, Азербайджану пока не удалось присоединиться к Авраамовым соглашениям. Баку выдвигал предложение о проведении встречи с участием президента Ильхама Алиева, премьер-министра Израиля Нетаньяху и президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана. Однако недавнее решение Турции не разрешить пролет израильского самолета через свое воздушное пространство привело к отмене запланированного саммита и переносу визита Нетаньяху. Отметим, что в ноябре 2023 года в США был принят законодательный акт «Закон об обороне Армении 2023 года», который ограничивает возможность государственного секретаря одобрять продажу вооружений Азербайджану. По имеющейся информации, представители крупных американских оборонных компаний, таких как Lockheed Martin и RTX, проводят встречи в Баку, выражая заинтересованность в заключении контрактов. Реализация подобных сделок может негативно сказаться на оборонной промышленности Израиля, который в настоящее время является значительным поставщиком оружия в Азербайджан. На этом фоне визит американского президента Дональда Трампа в регион Персидского залива можно назвать, если не историческим, то, безусловно, значимым. Результатом этой поездки стали крупные торговые соглашения со странами Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, на общую сумму более $2,5 триллионов. Наблюдаются и политические сдвиги, в частности, отмена санкций против Сирии после лоббирования Саудовской Аравией. Теперь, как сообщается, Эр-Рияду отводится ведущая роль в сирийском вопросе и предоставляются возможности для формирования внутренней и внешней политики в регионе в контексте складывающегося нового баланса сил. Более того, к Саудовской Аравии также относят и ливанское досье, что, по мнению арабских аналитиков, означает получение ключа к Ближнему Востоку. При этом высказывается мнение, что любая другая страна в регионе, которая займет конфронтационную или пренебрежительную позицию по отношению к Саудовской Аравии, может столкнуться с санкциями со стороны США. Таким образом, речь идет о придании сирийскому вопросу арабо-исламского аспекта с акцентом на роль Саудовской Аравии. Важным моментом является неофициальное признание Соединенными Штатами временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, что, вероятно, отвечает интересам Анкары, учитывая прежние протурецкие симпатии его и его сторонников. Однако теперь в Сирии активизируются игроки иного стратегического уровня. Турция проявила настороженность, когда Трамп не включил ее в программу своего ближневосточного турне, упомянув о ней лишь в контексте переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Кроме того, появились сообщения о том, что США и Саудовская Аравия разрабатывают план урегулирования ситуации в Сирии, включая нормализацию ее отношений с Израилем. Не случайно Аль-Шараа после встречи с американским президентом заявил о своем призыве к американским компаниям инвестировать в нефтегазовый сектор Сирии, и похоже, что в этой стране может быть реализован сценарий, схожий с иракским. Пока речь идет преимущественно об экономической, а не политической федерализации, поскольку остается нерешенным вопрос о статусе курдов и друзов. Также предполагается возвращение в Алеппо производственных мощностей, которые ранее были демонтированы и перемещены в Турцию. Таким образом, сирийский кризис выходит за рамки экономических, социальных и политических аспектов, поднимаясь на уровень региональной геополитики со сложным переплетением различных векторов влияния и интересов. В более широком геополитическом контексте это может означать ограничение влияния такого геополитического проекта, как турецкий неосманизм, и создание условий для усиления арабского центризма с опорой на Саудовскую Аравию.
По мнению некоторых аналитиков, просматривается перспектива формирования альянса между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США. Также есть информация о возможности противодействия этим альянсам действиям Турции в таких арабских странах, как Ирак и Иордания. Иными словами, Турцию начинают отдалять от Палестины, в том числе от возможности выступать в роли защитника исламских святынь в Иерусалиме, тогда как другие подобные святыни находятся под контролем Саудовской Аравии. По некоторым оценкам, на Ближнем Востоке формируется структура, направленная на ослабление влияния Турции, с опорой на идеи нового арабского центризма при участии Израиля и некоторых европейских стран, например, Франции. Аналитики полагают, что каждый участник этой потенциальной коалиции руководствуется собственными интересами и политикой, используя ситуацию для получения контроля над так называемым сирийским перешейком между восточной частью Средиземноморья и Персидским заливом. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от будущей политики региональных игроков. Выбор Турции остается открытым. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.